В первую очередь хочу вас спросить все-таки. Вчера Дональд Трамп, да, сообщил, что он поговорил с президентом Путиным, и в конце он пишет: «Благодарю президента Владимира Путина за то, что он нашел время для этого диалога». Кого же он все-таки благодарит? Он благодарит двойника. Дональд Фредович прекрасно знает, с кем он общается. Ему доложила его разведка. И сказал, что выбор за ним, что это чревато, конечно, осложнениями, но это может принести возможности, поскольку это в том числе элемент шантажа в переговорах с Россией. Да, это же очень удобно, когда вы можете намекнуть, что в состоянии разоблачить личность переговорщика с российской стороны. Это первое. Второе, это не первый разговор двух первых лиц государства, настоящего президента и лжепрезидента. Первый действительно состоялся еще в ноябре прошлого года. И в начале этого года тоже было несколько телефонных разговоров, о которых американский президент дал понять, что разговоры были, российская сторона отнекивалась. И вот поскольку они достигли уже значительного продвижения на пути согласования переговорных позиций, я имею в виду Кремль и администрация Белого дома, Белый дом, то было решено опубличить вот этот разговор. Вот что и произошло. Ну, вот за последние 2 недели они говорили по телефону, по-моему, 3 раза. То есть ничего такого, это в публичном пространстве нечто судьбоносное, а для тех, кто в курсе, ничего экстраординарного не произошло. Все-таки ситуация изменилась, я так понимаю, что с приходом Трампа начались эти переговоры. Насколько сейчас они только выходят к переговорам, да, вы правы. Насколько вообще переговоры эти близки, насколько, и главная цель, я правильно понимаю, что это все-таки приостановка, да, там, окончание войны в Украине, насколько это вообще все близко сейчас? Арсений, вы очень точно сформулировали. Вообще главная цель сейчас на этом этапе, помимо того, что нам начать эти переговоры, перевести все в формальную плоскость, это очень важно, потому что до сей поры шли закулисные, хотя и очень интенсивные консультации. На первом этапе речь идет именно о перемирии. Трамп надеется, что перемирие удастся достигнуть к началу мая, это его надежда, и он рассчитывать, что переговоры начнутся в 3-ю годовщину специальной военной операции 23-24 февраля. Что касается, собственно, мирного договора, то это вопрос, который будет решаться после того и обсуждаться, как будет достигнуто перемирие. Как вы понимаете, здесь вряд ли можно сразу договориться обо всем, и лучше решать задачи поэтапно. Но то, что это прозвучало, то, что все стороны, включая украинскую, признали, что переговоры начинаются, что они безальтернативны. Я считаю, это колоссальный шаг вперед. Есть, наконец, ощутимая надежда на то, что кровопролитие прекратится. И это главный итог. Вне зависимости от того, кто как оценивает сейчас тональность заявлений Трампа и американской стороны о состоявшемся телефонном разговоре. Вот вы сказали, что это козырь у Трампа на руках, то, что он знает, что Путин, значит, не настоящий. А вообще какие карты у них сейчас? С какими аргументами идут эти консультации? Можно обыграть его фамилию, у него целый набор козырей. Целый набор. И в первую очередь это угроза новых санкций. Причем эти санкции, которые он называет санкциями из ада, действительно способны разрушить российскую экономику. Речь идет о санкционировании оставшейся части российского теневого нефтяного флота, а сейчас под санкциями 180 кораблей, если мне память не изменяет. Их на самом деле раза в 3 больше. Если, минимум 2,5, по-моему, в 3 раза больше. Соответственно, американцы знают, кстати, прекрасно, что это за корабли, где они. Значит, это первое. Второе – это введение полного нефтяного эмбарго на российскую нефть. Более того, для того, чтобы не допустить резкого роста цен на мировом нефтяном рынке, американцы уже провели предварительные переговоры с Саудовской Аравией, получили согласие. И второе, они сами готовы резко увеличить добычу, или, как говорят в профессиональных кругах, добычу нефти на собственной территории. То есть они об этом думали. И очень интересно несовпадение как раз тональности ожиданий российской стороны
с тем, что говорит Трамп. Я имею в виду вот закулисно, не то, что публично. Трамп, знаете, он ведь сегодня сказал Трамп одно, а завтра он скажет другое с одинаковой убежденностью. И его это нисколько не будет беспокоить. Что Трамп не обещает даже особо снять санкции, он угрожает новыми постоянно. И это очень нервирует российскую сторону, ну, по вполне понятным соображениям. А какие карты тогда на руках у Путина? Ну, точнее, их немного. Их совсем немного на самом деле. Продолжать военные действия можно попытаться, но если американцы еще и договорятся с Китаем, американцы уже предлагают сделку Российской Федерации. Они, сказать, вот с одной стороны санкции, с другой предлагают большую сделку, возвращение в большую игру. И говорят, ну послушайте, зачем вам быть на стороне Китая? Вот в будущем противоборстве вам лучше оказаться на правильной стороне истории. Это означает на нашей стороне. И в обмен на это мы уже готовы пойти на какие-то серьезные уступки. То есть прекращение огня, перемирие – это предварительный шаг, где, в общем, можно что-то получить, но не так много. То есть какие-то санкции будут сняты, но не те, которые Российская Федерация считает ключевыми для себя. А ключевые санкции касаются, конечно же, экспорта нефти. В первую очередь, да и прежде всего. Россия, что? Ну, она может угрожать какими-то гибридными действиями. Но это только разъярит американцев, вы уже прекрасно понимаете. Что эти гибридные действия их не коснутся, они могут коснуться стран Балтии, они могут коснуться выборов в Германии. Другое дело, какой будет эффект от этих гибридных действий. Не окажется ли он прямо противоположным ожиданиям. Где-то еще можно что-то устроить. Но если американцы захотят пустить в дело свою мощь и плюс еще договориться с Китаем, что суть-то в чем? Вот или вы с нами договариваетесь, или мы договариваемся за ваш счет с Китаем. Ну, слушайте, как там у Форсайта? Дьявольская альтернатива. А какие могут быть договоренности с Китаем? Да очень простые договоренности с Китаем, что вы бросаете помогать Российской Федерации, а без китайской помощи, я имею в виду продукции двойного назначения и вообще без китайской экономической помощи, которая очень выгодна для Китая на самом деле, военные действия просто прекратятся в течение 2-3 месяцев. Россия не сможет вести. Она критически зависит от китайских поставок. Особенно от полупроводников, продукции двойного назначения. А взамен скажут, ну не будем облагать ваши товары пошлиной. А взамен мы сделаем то и то. Пойдем вам навстречу. Будем договариваться. Но подождите, если я, может быть, немного запутался. Вы говорите, что, с одной стороны, американцы предлагают России встать на правильную сторону истории в глобальном противостоянии США и Китая. Соответственно, Китай в такой ситуации тоже заинтересован, чтобы Россия была на его стороне. И, с другой стороны, вы говорите, что американцы могут быстренько за спиной России договориться с Китаем. Мне кажется, здесь есть какое-то противоречие. Нет, никакого противоречия нет. Это вполне естественный торг. Это, помню, как когда-то Мордашов, если мне память не изменяет, собирался купить металлургический актив значительный. И, значит, все шло хорошо. Российские медиа писали о том, что скоро появится самое большое, консолидированный металлургический актив в мире и наши в первых рядах. Потом выяснилось, что все это намеренно раздувалось для того, чтобы поднять цену на этот актив, а купил это Лакшми Металл, или Миттал, я не помню, да, Миттал, Лакшми Миттал. Вот сейчас та же самая история разыгрывается. И Трамп, как прекрасный бизнесмен, знает, как поднять ставки и создать выигрышную для себя ситуацию. Что он и делает. Кстати, могу вам сказать, что российское руководство не все, но большей частью готово перейти на сторону Соединенных Штатов. Что-то иллюзий, кстати, у китайцев тоже нет. Хорошо. То есть из того, что вы говорите, выходит, что практически перемирие в кармане. Что может тогда им помешать? Это никогда не бывает так просто, потому что есть инерция процессов. Да, и в военных действиях задействованы люди с их амбициями, с их желанием отомстить, с очень сильными эмоциями.
И всегда вмешиваются какие-то переменные. То есть даже если вы провозглашаете перемирие, это совсем не факт, что оно в полном объеме будет реализовано. Но тем не менее, если вы обладаете политической волей и настойчивостью, а у Трампа она сейчас есть, и воля, и настойчивость, и ресурсы, он хочет войти в историю как миротворец. Это очень важно. Он хочет решить, я бы сказал, ключевые проблемы, ключевые международные раздражители нейтрализовать. Расправиться с Ираном, нейтрализовать Иран. Прекратить конфронтацию вооруженную между Россией и Украиной. И что там еще? Наверное, договориться, скорее всего, и с Северной Кореей. Он один раз уже пытался, но после того, как он разрушит авторитарную ось, ему, думаю, нейтрализовав Российскую Федерацию и Иран, ему будет гораздо легче договариваться с Северной Кореей. И, соответственно, то, что американцы считают главным вызовом 21-го столетия Китай и стремление Китая к гегемонии, Китай окажется в одиночестве. В общем, стратегически очень грамотная игра. Другое дело, что и как будет реализовано, в какой последовательности. Никогда не бывает так, чтобы схема была реализована полностью. Это вообще невозможно. Это мы знаем даже из своей обыденной жизни. Да? Мы планируем с вами одно. Получается в итоге очень не похожее на то, что мы запланировали. Но есть намерение, есть воля, есть ресурсы. Это очень важно. И они пока движутся, американцы движутся вперед и вовлекают в это движение Российскую Федерацию и Украину. Причем я бы сказал, что Кремль вовлекает охотнее, чем Киев. Кремль, точнее, охотнее вовлекается, чем Киев. Вот, я как раз-таки про Киев и хотел спросить, потому что пока мы с вами обсуждаем, как будто это война между Россией и Америкой практически идет, да, а вообще-то есть Украина, и она, в каком-то смысле тоже решающий игрок, да, и понятно, что с ней именно идет война России. Как вам кажется, во-первых, готов ли Киев следовать за какой-то там политикой Дональда Трампа? И не получается ли, что... Я сейчас вижу очень много таких мнений, что Трамп, Америка, в общем-то, Киев сливают, бросают, и Украина фактически выйдет проигравшей из этой войны. Да, я понимаю, это распространенное мнение, оно ошибочно. Оно совершенно ошибочно. Да потому что я знаю, какие условия будут обговариваться, они вообще для Украины довольно выгодны. Расскажите. Да, серьезно. Россия должна будет отказаться от части своих территориальных завоеваний. Если кто-то думает, что Соединенные Штаты готовы признать все полностью, это глубочайшее заблуждение. И речь действительно идет об обмене территориями. Что бы сейчас ни говорили Песков и Лавров, понятно, что они еще могут сказать. Это что касается содержания будущих переговоров. Обращаю ваше внимание, что перемирие не требует решения этих вопросов. Но эти вопросы уже предварительно согласовываются. По крайней мере, с американской стороной я могу с ответственностью со всей сказать, что Кремль готов на большие уступки, на очень большие уступки. Хотя сейчас он выглядит, как подают это медиа, победителем. Большие уступки в смысле вот этих вот территорий, которые были захвачены. Он готов. Да, я не буду сейчас конкретизировать, но это действительно очень серьезные уступки. Естественно, о Крыме речь не идет. А что касается... хотя бы давайте Донецк, Луганск. Альтернатива. Отказ от части, в том числе завоеваний в Донецкой области. И готовы в Кремле. Да. Они готовы на это пойти. И готовы вернуть фрагменты Запорожской и Херсонской областей. Готовы вернуть. И, в общем, они не против сделки, обмена на Курск. Конечно, подаваться это так не будет. Но Курская область совсем небольшой участок совсем удерживает. А он символически очень важен пока что. Символически, понимаете? Там обсуждаются различные, я бы сказал, техники реализации этого обмена. Потому что надо сделать вид, что все это очень прилично, и обмена нет. Что, так сказать, естественное развитие военных действий. Что российские войска победоносно вытеснили ВСУ, части российской территории, а украинские войска, наоборот, добились где-то какого-то успеха. Вот это все обсуждается. Но это техника, да, и это вопросы, которые еще будут решаться. Но самое главное, что есть очень серьезное намерение и понимание сторонами, это очень важно, безальтернативности. То есть можно процесс затянуть, попытаться затянуть,
Можно пакостить, вставлять палки в колеса, да, друг другу, пытаться выиграть время, ну, в общем, это, видимо, ничего уже не даст. Вот. Трамп настроен, еще раз повторю, крайне решительно. Он хочет войти в историю и готов свою волю направить на, давайте скажем жаргонным словечком, нагнуть. И Кремль банковый, что он и делает? Ну, конечно, Киев будет пытаться разыгрывать там карту европейских союзников, что, значит, Соединенные Штаты – это одно, а европейские союзники. Мы же с вами прекрасно понимаем, это знают европейские союзники. Соединенные Штаты отказывают в помощи Киеве, то все. А с НАТО Зеленский... Выпадающую помощь. Это просто исключено. Зеленский несколько раз говорил о том, что он будет настаивать на то, чтобы были гарантии для Украины, и главная гарантия – это вступление в НАТО. Сейчас уже американцы сказали, что нереалистично видят сценарий. Американцы это всегда давали понять, и даже администрация Байдена это давала понять. Зеленский всегда об этом знал, что это нереалистично. И самое важное для Украины, что администрация Трампа вообще не готова давать никаких гарантий. Она готова обменять, это очень важно. Это не гарантия, это обмен помощи, обмен, точнее, вооружений на украинские ресурсы. И обратите внимание, первый визит в Киев – это визит министра финансов США, который готовит инвестиционное соглашение. Вот, значит, вам надо расплатить за то, что мы вам дали. Взамен вы, конечно, получите вооружение. Ну, вопрос в том, какую номенклатуру, в каком количестве. То есть инструменты давления на Украину есть и очень серьезные. И плюс тот инструмент, который уже расчехлен, ну, тогда можно назвать, ну да, лучше назвать это инструментом, аргументом, что вам бы надо провести выборы президентские на Украине. Пора. Вот. И поэтому здесь проглядывает следующая схема. Сперва стороны договариваются о перемирии, потом проходят на Украине президентские выборы, ну и президент уже подписывает мирный договор. Друзья, напомню сейчас, во-первых, что Валерий Соловей у нас в гостях. Поставьте, пожалуйста, лайки. Это важно для нашего канала. Это помогает ему существовать чуть-чуть повыше в YouTube. Если вы хотите и можете поддержать наш канал, здесь можно это все сделать. На YouTube рассказано, есть QR-коды. В общем, все просто. Даже небольшое пожертвование – это важный для нас вклад. И спасибо за то, что вы нам помогаете. Валерий Дмитриевич, ну вот если вы говорите, что никаких гарантий, выглядит действительно ситуация для Украины очень тревожно, потому что, ну хорошо, перемирие, выдохнули, Путин, допустим, да, отказался от каких-то территорий даже больших, ну что, прошел год, военная промышленность в России, она как-то все-таки разогналась несколько. Останавливать ее, я так полагаю, никто не будет собираться, чревато какими-то проблемами. Ну и, собственно, все по новой. А Украина никаких гарантий. Да, это понятная логика, только она не учитывает критически важный фактор – санкции. Потому что условие следующее. Вот вы выполняете договор, а мы снимаем санкции. Первую порцию мы снимаем, когда вы не подписываете, идете на перемирие. А потом, в зависимости от вашего поведения, дозированно снимаем санкции. Без снятия санкций, это мы с вами обсуждали 10 минутами раньше, российская экономика просто не выдержит. Поэтому есть прекрасная гарантия того, что Россия будет придерживаться договора. Это первое. Вторая гарантия состоит в том, что в России сменится верховная власть. А те люди, которые придут взамен двойника, они вообще-то настроены довольно миролюбиво и, главное, прагматично и реалистично. Они не хотят никакого геополитического конфликта, тем более с Соединенными Штатами, а тем более представьте себе, что Россия идет вот на эту сделку. Рвется авторитарной осью и переходит на правильную сторону истории. Да? Ну, какие здесь военные действия? И, наконец, четвертое. Дело в том, что время – это то, что работает и в том, и в другом направлении. Если кто-то говорит, что Россия может использовать это время для того, то почему Украина его не может использовать? Что ей мешает использовать время для реализации целей по созданию более эффективных вооруженных сил и эффективной обороны, в том
любом случае... Ну, наверное, потому что Украина чуть больше зависит от той же Америки в этом вопросе. Время, да, это совершенно верно. Но Украина получила достаточно ресурсов. И уже сейчас, такие... видны признаки большого скандала, может он разразиться и станет публичным, а может быть и нет, а куда вообще эти все средства делись? Это не очень понятно. И могу сказать, что администрация Трампа, она вообще-то, настаивая на инвестиционном соглашении, она исходит из этого, что средства были потрачены. Потрачены значительной частью впустую, значительной частью разворованы. А они хотят получить компенсацию. Но видите ли, если Америка становится вашим главным страновым инвестором, как вы думаете, она заинтересована в сохранении целостности и контроля актива? Мне кажется, ответ очевиден. Не правда ли? Ну, тогда это все-таки идет речь о каких-то гарантиях. Да, но о гарантиях не столько военно-политических, сколько экономических. Можно сколько угодно и как угодно оценивать эти идеи, но в той ситуации, в которой находится Украина, у нее особого выбора нет. Кстати, как и у Российской Федерации, тоже пространство для маневра, не очень значительно, я бы сказал, тоже минимально. Еще раз, это, понимаете, это то, что предполагает уступки с обеих сторон. При этом обе стороны намерены себя объявить победителями. Безусловно. Вот вы сказали, как одна из гарантий того, что Россия снова не нападет, это то, что в России сменится власть. Вы давно говорите о том, что это должно произойти. И все не происходит. Когда же, Валерий Дмитриевич? В этом году. В этом. Да, все-таки процесс смены власти, согласитесь, это не процесс смены обоев в квартире. И смена обоев порой растягивается на годы. Не правда? Да, порой власть меняется в один день. А вот с властью порой растягивается, а в конечном счете все это меняется за несколько дней. Согласен. Что удерживает? Что не дает уже наконец-то произойти этому событию? А вы знаете, необходимость нести ясность в международную ситуацию. Потому что сейчас главная повестка для российской элиты, для правящего слоя России, это договориться с американцами. Договориться с американцами и получить некоторую ясность касательно отношений с Украиной и международной ситуации. Вот сейчас мы к этой ясности приблизились. Угу. Как будет действовать Европа, на ваш взгляд, или, может быть, вы знаете, в этой ситуации, в первую очередь, будут ли отправлены миротворцы? Да, вопрос о миротворцах обсуждается. Обсуждаются конкретно страны, которые могли бы дать миротворцев. И там есть не только европейские страны, но для того, чтобы не будоражить общественное мнение, в частности, российское общественное мнение, там есть довольно любопытные варианты, я сейчас их не буду рассказывать, но они есть. И этот вариант, который, в общем, выглядит вполне рабочим, он не предполагает, что в качестве миротворцев окажутся военнослужащие Великобритании, Германии, Франции, Италии или Испании. Нет, не они. Нет, не они. Просто до этого говорили про Францию и Польшу, вроде бы даже общались. Нет, не они. Польша, кстати, отказалась. Польша, она заранее отказалась от этого. Опять же, у нее есть для этого серьезные резоны. Поэтому, скорее всего, вопрос этот будет решен. Потому что для России это было камнем преткновения. Понимаете, очень сложно, а может быть и невозможно представить все произошедшее как свою победу, если вдоль линии фронта стоят миротворцы стран НАТО. Правда? Но это как-то выглядело бы алогично. Вы же хотели не допустить вступления Украины в НАТО, а вот тут они стоят. Да, в НАТО она не вступает, но солдаты НАТО стоят. Поэтому искали компромисс, я сейчас не буду обрисовывать его, даже не ход, а более или менее это примерная пока формула компромисса, но она есть. Она есть, такая формула. Которая, в общем, бы устроила участников конфронтации. То есть, когда произойдет перемирие, тогда в России изменится внешний и внутриполитический курс. Я правильно понимаю ваш прогноз? Да, они изменятся, совершенно верно. Силовики останутся при власти или уйдут в сторону? Я бы сказал, что они
откажутся от части своих прерогатив или будут вынуждены отказаться от части своих прерогатив в пользу иного курса. Что же будет с политзаключенными? Что будет с курсом на репрессии? Вот эти законы? Вообще есть план оттепели, он действительно существует. Я бы не назвал это переходом к демократии, это все-таки начнется с оттепели. Хотя должно пойти и дальше, я бы сказал, от оттепели к демократизации, от демократизации к демократии. Все это включено в план. Вопрос в том, с какой скоростью будут реализовываться соглашения о мире. Это первое. И вторая составляющая – это экономическая ситуация. Потому что если она скверная, она будет какое-то время скверной, то власть, вне зависимости от ее интенции, она будет остерегаться сделать какие-то широкие и смелые политические жесты, вы понимаете. Ну, как минимум, могут снять блокировку YouTube и социальных сетей. Это от них вообще ничего не требует. Угу. Вот про экономику вы несколько раз сказали, назвали сложную экономическую ситуацию в России гарантией того, что Россия не будет продолжать войну, да, если все-таки перемирие состоится. Из чего вы исходите, что с российской экономикой все так плохо? Потому что вроде из объективных данных, которые существуют и которыми питается Кремль. Его же не интересуют данные экономистов, находящихся в политэмиграции. Хотя некоторые из них... Вы знаете, допустим, тот же Липсиц, он очень, я бы сказал, в алармистских тонах характеризует состояние в российской экономике. Этот алармизм вполне уместен. Кремль это прекрасно знают. Это одна из причин, если не главная причина, я бы сказал, даже главная, почему они так хотят договориться с американцами. Это очень важно для того, чтобы просто экономика не впала в коллапс. Сколько времени у российской экономики осталось, если никаких там договоренностей не появляется, и, я так понимаю, не снимаются санкции? Оценивают горизонт в несколько месяцев. То есть он находится в рамках этого календарного года, и при этом этот горизонт все равно предполагает использование ряда крайне непопулярных мер, вроде заморозки вкладов. Угу. То есть просто вкладов обычных людей на банковских счетах? Да, вкладов на банковских счетах. Там есть несколько вариантов. Один так называемый кипрский. Сейчас обсуждает другой вариант. О нем тоже кипрский рассказывать не буду. Кипрский, когда у вас остается несгораемый остаток, а все остальное конвертируется в акции. В акции банка. Ну, не у всех банков есть акции. Это могут быть акции Сбера, допустим, еще каких-то банков. И говорят, ну что, вы беспокоитесь, и проценты вам идут, и сейчас вы уже не просто халявщик, а даже инвестор, и совладелец банка, и все будет замечательно. Звучит довольно тревожно. Друзья, напомню еще раз вам, пожалуйста, поставьте лайки. Канал существует благодаря вашим лайкам и благодаря вашим донатам. Тут на YouTube рассказано, как все это сделать, как прислать. Любая сумма, 50, 100, да, в общем, какая угодно. Это большая для нас поддержка. Спасибо, что вы нам помогаете. Валерий Дмитриевич, вот еще хотел спросить. Вот если Путин уже давно в холодильнике, кто поддерживает Алину Кабаеву? Вы наверняка слышали про ее конфликт с Винер. Да, Винер теперь потеряла все посты. Да, поддерживает ее часть российской элиты. Это очень важно для того, чтобы демонстрировать, что все в порядке, что ситуация на политическом Олимпе не изменилась. У Алины Маратовны, ну не то, что есть симпатизанты, вот у дочек покойников есть симпатизанты. Влиятельные. Вот есть люди, которым они нравятся. Они их поддерживают, им обещаны вообще довольно высокие посты в новом правительстве, в новой властной конфигурации, давайте я уточню. Потому что это не обязательно будет правительство. А Алину Маратовну поддерживают на плаву, чтобы она не стала рассказывать своим многочисленным товаркам. Она вообще, если языком говорят, сцепится, то может и не остановиться. Что на самом деле произошло. То есть Кабаева конфликтует с Винер, и Винер лишается, да, сейчас, что она
она потеряла должность главного тренера по гимнастике, да, Ну да, там да. федерация была упразднена, да, кажется, Всероссийская Да. федерация художественной гимнастики, которую Винер возглавляла. Это все делается для того, чтобы Кабаева не рассказала, что Нет, Путин есть вполне морозильник. спортивные, есть вполне корпоративные причины, потому что с точки зрения и политических, и спортивных властей Винер неправильно позиционировала российский спорт, и в частности гимнастику, на международной сцене. Что вы имеете в виду? Ну, что, мол, не нужны нам их соревнования, мы и без этого проживем. А на самом деле цель совершенно другая. Это все-таки вернуться в международный спорт. И это, конечно, противоречит стратегии. Ну и плюс, я думаю, что после того, как она рассталась с Алишером Усмановым, ну, ее ресурсы резко уменьшились. А вообще, вот как все-таки так получается? Я вот не понимаю, почему до сих пор никто про Путина не проболтался? А жить хотят. Ну вот что, настолько позиции, большая угроза? Это очень большая угроза. И люди об этом прекрасно знают. Те, кто находится в ближайшем окружении двойника, а те, кто служит в службе безопасности президента, она его контролирует. Он же находится под конвоем постоянно. Они прекрасно знают, чем это чревато. Они знают, сколько офицеров ФСО скончалось при внезапных обстоятельствах и случайных, да, там за несколько лет. По подозрению в нелояльности и в утечке конфиденциальных сведений. Речь идет там где-то о 2 десятках человек. Поэтому, как вы думаете, кто-то захочет рисковать, зная, что тебя полностью прослушивают от и до? А какие-то бизнесмены, вот те люди, которых называли друзьями Путина, кооператив «Озеро». А им-то зачем? Скажите, им-то зачем? Для них это вопрос сохранения активов. Надо делать вид, что все в порядке. Но обратите внимание, как счетная палата в лице Ковальчука, да, сейчас стала каверзу строить против Ротенбергов, что слишком дорого шоссейные дороги в России обходятся. Вы думаете, это при Путине было бы возможно? Вы что, думаете, при живом Путине было бы возможно смещение Шойгу и арест такого количества генералов? Да никогда ничего. Такая национализация, которая идет? Да никогда. Никогда бы это не было возможно. А все-таки кто придет тогда на смену? Вот вы говорите про эту смену власти, да? Уже вырисовались люди, которые действительно там придут? Да, есть предварительно, я сразу подчеркиваю, принято решение, что президентом станет Денис Мантуров. Денис Мантуров станет президентом. Да? Выборы-то пройдут или это будет какое-то назначение? Пройдут. А что, нельзя гарантировать результат? Не, может быть, сразу какие-нибудь уже чрезвычайные полномочия. Нет, пока так далеко не заходят. Да, хотят провести выборы, абсолютно уверены на 100% в том, что они принесут, что люди проголосуют за кандидата, кандидата номер 1, как его обычно называют в администрации президента, что все будет в порядке. Это, кстати, тоже одна из причин, по которой пока тиски политического контроля не хотят ослаблять. Будет ли шанс у оппозиционеров в изгнании, которые сейчас находятся вне России, как-то поучаствовать в политической жизни? Или это отмершие? В случае оттепели, да. Конечно, они смогут вернуться. Если решаться. Тут ведь, понимаете, возможность есть, а вот готовы ли ты ее реализовать или нет, воспользоваться ее, это вопрос другой. Думаю, что многие, может быть, даже в большинстве, они будут бояться. И, в общем, обоснованно. Будут ли делать кто-то там среди силовиков или каких-то других людей, обладающих ресурсами сейчас внутри России, готовы ли кто-то делать ставки на этих людей? Нет. Как можно ставить на пустоту? Скажите. Вы имеете в виду пустоту в каком плане? В интеллектуальном, моральном? Нет, в политическом смысле. Они ничего не могут, у них нет никаких ресурсов. В то время как у тех, кто находится в России, в руках все ресурсы. Полный контроль.
Но они могут партию «Яблоко» кто-нибудь будет рассчитывать? Нет, никто не рассчитывает на партию «Яблоко». Могут допустить существование какого-то там либерального политического анклава или гетто, да пожалуйста. Ну вот в рамках гетто, эхокамеры и находитесь. Но ставку делать нет. Нет никаких причин для этого. Только в воспаленном сознании каких-то политических иммигрантов. Если... Смотрите, да, вот, наверное, я не знаю, следите вы за всеми этими конфликтами в оппозиции за рубежом? Ну, наверное, примерно в курсе. Краем глаза. Кац, Волков, да, вот сейчас... Да, я знаю, о чем вы. То есть, нить я не теряю, да. Смотрите, у меня такой к вам вопрос. Все время вот я вижу, когда начинается какое-то очень жаркое обсуждение, обвинения друг друга с разных сторон, вот этих вот оппозиционеров в изгнании, в том, что они работают на Кремль. То есть сейчас обвиняют, например, сторонники ФБК обвиняют Каца и доказывают это тем, что жена Каца имеет бизнес ВКонтакте со структурами, связанными с Кремлем. Там сторонники про Невзлина говорят, значит, про то, что он общался с ФСБ в связи с нападением на Волкова. Про ФБК говорят о том, что они не хотят, значит, допустить какого-то объединения оппозиции и тем самым работают на сторону Кремля. У кого, как не у вас спросить, может быть, вы знаете, все-таки есть среди них агент охранки кто-то? Кац, Волков, Невзлин? Вообще среди оппозиции есть, конечно, агенты КГБ, ФСБ, и было бы странно, если бы их не было. Ну, на первых ролях, вот на каких-то самых заметных спикеров. Я не буду характеризовать, на каких ролях эти люди находятся, хотя мне известно. Но для того, чтобы вообще что-то говорить на сей счет, надо предъявить доказательства. Я думаю, вы согласитесь. И не косвенные, и не я так думаю, или мне так сказали, а убедительные доказательства. И эти доказательства будут предъявлены. Ну, кстати, думаю, что, возможно, уже в следующем году. Тогда всем все станет понятно, кто, что и как. Потом, знаете, ведь есть разные вещи. Ну, допустим, если кто-то встречался с офицером ФСБ и беседовал, да, это же совсем не то, что дать подписку и там сознательно, допустим, вредить оппозиции, на кого-то доносить. Это, согласитесь, разные вещи. То есть сам факт контактов еще не означает, что вы работаете на администрацию президента, на ФСБ или еще на кого-то. Но кому стоит приглядеться внимательно с опасениями все-таки, в какую сторону? Или насчет кого можно... Я думаю, что стоит вообще поменьше на это обращать внимание, а жить жизнью, попытаться ее сделать максимально здоровой. Тем людям, которые уехали, да, и которые там опасаются вернуться в Россию сейчас, или которые, ну, просто уже не хотят, потому что перенесли свой центр жизни за границу. Как вам кажется, эти люди все-таки в какое-то большинство этих людей вернутся в Россию? Будет ли у них такая возможность? Да, большинство вернется. У меня нет сомнений, что вернется большинство и даже подавляющее большинство. И это будет безопасно. Да, это будет безопасно. Сейчас это, конечно же, опасно. И я никому бы не советовал. Но придет время, его не так долго ожидать, когда это будет безопасно. Сначала это будут единицы, потом это будет тоненькая струйка, потом, я думаю, это будет уже и поток. Очень простые причины. Комфортнее жить в той среде, которая привычна тебе. У тебя не будет эффекта стеклянного потолка, и российская экономика, когда оправится вот от того кризиса, в котором она находится, начнется сначала восстановительный рост, а потом рост на новой основе. Ну, то есть экономические возможности будут привлекать людей. И, естественно, можно будет зарабатывать в России очень-очень прилично. Угу. А как будет вопрос решаться? Вообще обсуждают ли сейчас этот вопрос с тем, что возвращаются с фронта, да, вот эти участники войны, многие бывшие зэки?
И, соответственно, растет уровень преступности. Вот буквально накануне я прочитал, как вот очередная история в Петербурге. У нас в автобусе какой-то вот ветеран СВО, как они себя называют, начал приставать к девушкам. Единственный, кто вступился, молодой парень. В итоге этот ветеран СВО этого парня выкинул из автобуса и, в общем, избил там очень серьезно. И такие случаи, да, мне кажется, практически каждый день мы видим, как кто-то из вернувшихся с войны снова убивает, избивает, крадет и так далее, и так далее. Как вообще будет эта ситуация развиваться, как будут решать эту проблему? Ну, вы правы, есть даже официальная статистика МВД, согласно которой рост числа тяжких, особо тяжких преступлений в прошлом году, в 2024, был самый высокий за последние 9 лет. То есть здесь прямая причинно-следственная связь с той военно-политической ситуацией, которую переживает Россия. А что касается того, как с этим справляться, ну, здесь есть очень простые способы. Первое. Как показывает мировой опыт, от четверти до трети тех, кто возвращается после интенсивных военных действий, страдают ПТСР. То есть, значит, их только сажать на лекарства. И за счет государства. И пожизненно. Пожизненно. Пока они эти лекарства пьют, они вполне себе социально адаптивны. Пьют лекарства и не пьют алкоголя. Потому что эти лекарства, алкоголь, ну, в общем, насколько мне известно, чаще всего несовместимы. Особенно в тех дозах, которые привычны для нашей богоспасаемой страны. Первое. Второе. Это постоянный контроль за теми, кто пошел воевать из колоний, из мест заключения, вернулся. Они будут находиться под постоянным контролем органов внутренних дел. И третье. Ну, поскольку по заключении перемирия и выяснению того, что это уже серьезно и надолго, значит, будут возвращаться уже не поодиночке, а, наверное, уже там целыми группами, да, не допустить сколачивания или превращения вот этих мобилизованных, прошу прощения, демобилизованных в преступные организации по образцу тех, которые возникали, помните, по окончании афганской войны. Угу. Ничего нового здесь придумать нельзя. Насколько я знаю, через СВО, в общем, в целом прошло около 1 миллиона человек. Большей частью они все-таки не из Москвы и не из Петербурга, из мелких средних городов. То есть в Москве и Питеру в этом смысле, может быть, будут поспокойнее, но мелким и средним городам, особенно мелким, вы прекрасно понимаете, что группировка в 5 человек, да, отчаявшихся людей, и тем паче, возможно, с оружием, она способна там всех на уши поставить. Там будет несладко. Но, тем не менее, они все равно расползутся по стране. Это вот такое дисперсное будет, дисперсное расползание, вот, тонким-тонким слоем. Во многом, если не в первую очередь, это зависит вот от эффективности полиции. Полиция, правда, у нас, она более эффективна, когда надо лайкарей, тех, кто лайкает, да, там какие-то сомнительные посты или перепощивает. Вот там, да, она их лихо крутит, лихо справляется. То есть на овец молодец, а на молодца посмотрим, может быть, и овцой окажетесь, я имею в виду полицейские. Ничего пока не берусь предсказывать. Спрашивают у вас, вот уже несколько раз видел, если в ближайшее время не договорятся о перемирии, стоит ли ждать мобилизации в России? Да нет, мобилизация заблокирована. И заблокирована как раз той элитной группировкой, которая добивается перемирия. И, в общем, на ней и лежит инициатива переговоров. И эта группировка добивается уступок. В общем, она склонила элиту к тому, что уступки необходимы. И довольно, как я уже сказал, серьезные уступки, существенные. То есть тем, кто находится там сейчас в России, кто переживает по поводу того, что у него там есть военная специальность, законченная военная кафедра. Можно успокоиться, да. Это, конечно, понимаете, не исключает некой гипотетической ситуации, при которой вдруг произойдет резкая, как не знаю даже термин какой, реанимация, что ли, или резкое обострение. Но пока что воля политическая направлена на то, чтобы из этого выйти, а не на то, чтобы это обострять и добиться решительного перелома в ходе военных действий.
Мгм. Конфликт, который возник после того, как был подбит самолет азербайджанский рядом с Грозным, и продолжающийся теперь конфликт некий, да, ну или в всяком случае ухудшение отношений между Кремлем и Алиевым. Как вы думаете, к чему приведет, чем закончится? Ну, я думаю, что он будет продолжаться в такой манере, пока кто-то, наконец, в России не возьмет на себя ответственность, примет решение, что надо идти навстречу тем требованиям, которые выдвинула вполне справедливо азербайджанская сторона. То есть принести публичные извинения, ну, сперва признать ответственность публично, принести публичные извинения, выплатить компенсацию. Понимаете, это надо было делать сразу. Когда вы это делаете с опозданием, когда вы затягиваете, извиваетесь, пытаетесь неизвестно на кого эту вину перевалить, ну, выглядит так, что когда вы, наконец, все это делаете, вас вынудили обстоятельства. И вы вообще выглядите жалко, неубедительно. Но здесь обстоятельства вынудят, скорее всего, с моей точки зрения. Потому что Алиев закусил у дела, и он в своем праве. И я бы сказал, что Россия больше нуждается в Азербайджане, чем Азербайджан в России сейчас. Угу. А почему тогда Путин не может пойти на поводу Алиева уже побыстрее? Это ложно понятое чувство гордости. Угу. Это, знаете, я бы сказал даже, психолог бы сказал, что это такое инфантильное поведение. Вы помните, как все началось? С MH17 в 2014 году. Ведь каждый раз одно и то же поведение. Каждый раз. Нет, это не мы, это другие. Нет, это не мы. Предъявите ваши доказательства. Это не доказательства. Мы их не признаем доказательствами. Тут, казалось бы, ситуация лабораторно чистая. Просто лабораторная. Просто лабораторная. Понимаете? Какие еще нужны доказательства? Все уже. Нет, все равно будут выкручиваться, делать вид, что не слышат, отрицать. Есть еще такой, так сказать, полублатной, блатной среде был, по крайней мере, термин, идти в глухое отрицалово. И вот идут в глухое отрицалово. Это детство, понимаете, это не свидетельствует о зрелости власти и государства. Отнюдь не свидетельствует. Но ведь так устроено и наше общество, Арсений. Вы же очень часто людям что-то говорите, как же, посмотрите. Как помните, хоть им плюй в глаза, они тебе будут говорить, что это Божья раса. Говорят, нет, мы не видим, это вы все врете, это вы все выдумали. Это хитро задуманная игра. Да. С Грузией прошли там выборы, да, вот вроде бы пророссийские силы сейчас у власти. Как будут развиваться отношения с Грузией и с Абхазией, да, с которой возникли определенные сложности? Сейчас вроде бы Кириенко там работает, абхазы, значит, взбрыкнули против вот этого желания России подмять туристический бизнес под себя. Как будет развиваться там ситуация в этом регионе? Лояльность Абхазии будут по-прежнему покупать и будут пытаться тем или иным способом интегрировать в Россию. В целом сейчас России, конечно, не до Грузии. Вот сейчас проблема номер один – это Украина. И на это будут брошены все интеллектуальные, политические ресурсы. Вот как с этим справиться. И еще очень важно, это будет такой интересный вызов, мы с вами можем об этом профессионально даже подумать, как пропаганда будет это все представлять, выдающиеся победы и достижения. Даже как вот она сейчас тональность будет менять, я имею в виду российская пропагандистская машина в отношении Соединенных Штатов, в отношении Трампа. Они же не знали, что им говорить, да? Не знали, как там, лизать или гавкать. Вот теперь придется, наверное, лизать. Вот как вы думаете, кстати, предположите, что скажет Владимир Соловьев, я не знаю. Он скажет, что благодаря стойкости российской власти, у которой был такой дальновидный стратегический замысел, значит, американцы пошли нам навстречу, они вынуждены были согласиться с реальностью. А то, что это Кремль был нагнут Белым домом, его просто нагнули. И что Кремль умалял о контактах. Он умалял о контактах. Я это хорошо знаю. Конечно же, об этом они не скажут. Угу.
Кстати, я помню, вы рассказывали раньше про значение всяческих шаманских ритуалов при принятии решений. Как сейчас с этим обстоят дела? В целом оккультизм сохраняет свою очень важную роль, и практически за небольшим исключением все крупные российские чиновники прибегают к тем или иным оккультным и магическим услугам. Не все, но большая часть. А в администрации Трампа нет? Там, может быть, им как-то организовать встречу? Одни с айуаской, значит, другие, значит, с каким-то грибом сибирским. Да, это хорошая возможность обменяться опытом. Я думаю, что там есть, конечно, какие-то экзоты, но вряд ли в таких масштабах, как в российском руководстве. Угу. То есть это не почва, да, для налаживания контактов. То есть где они там сейчас хотят? Саудовская Аравия, да, по-моему, или в Арабских Эмиратах где-нибудь встречаться? Нет, есть люди, там еще бедуины. Есть люди, состоящие в одних организациях или близкие к этим организациям. Такие люди есть. И это, конечно, почва. Но это организации, можно их, наверное, назвать там оккультно-магическими, да, в каком-то смысле, да. Это один из их аспектов, это, конечно, оккультный. Но не решающий. Я правильно понимаю, что сейчас это не решающий фактор? Нет, это не решающий фактор. Это не решающий. И в России тоже? В России это влияет на принятие решений. Ну, это понятно. Знаете, ну для чего люди обращаются к гадалкам? Вот сейчас бум там гадалок, гаданий на картах Таро, это просто настоящий бум. Потому что, когда вы находитесь в состоянии фундаментальной неопределенности, вам нужна какая-то красная путеводная нить. Ну, вот ум отказывается просчитать. Это и невозможно просчитать все эти вероятности, да? Вы идете к гадалкам, значит, она вас успокаивает. Она играет роль психотерапевта. Она внушает вам уверенность, что ваша проблема разрешима. Это сказал один чиновник. Это очень похоже на старый советский анекдот. Говорит, моя уже у 5 гадалок была, всем заплатила очень дорого, но все 5 говорят разное. Вопрос в том, кому верить, вы понимаете? Ну, это гадание. А есть еще обряды защиты. Они пользуются большой популярностью. Значит, проводят обряд защиты, это защищает вас не от сглаза, конечно, а от враждебных сил, от конкурентов, обеспечивает вашу жизнь и безопасность. На это большой спрос. Ну и такой хорошо проведенный обряд с людьми, имеющими репутацию, ну, там, $300 тысяч, $500 000. Слышал об обряде стоимостью $2-3 миллиона. Ничего себе. Это гигантский рынок. Там сейчас обороты составляют $сотни миллионов. Рынок оккультных эзотерических услуг, поэтому депутаты Госдумы вот хотят его запретить. Вы слышали, да, что они хотят там организовать гонения вот как раз на тех, кто гадает по картам Таро, оказывает эзотерические услуги и прочее. Так а зачем тогда запрещать, если сами они пользуются? Они Или это удар патриарха Кирилла? Нет, они хотят, чтобы только они могли пользоваться. Патриарх? Не для быдла, потому что кто-то платит 15 тысяч за гадание рублей на картах Таро, а кто-то, как я уже сказал, несколько десятков тысяч баксов. Это как с машину, кто-то машину за 10 Совершенно верно. А кто-то да, за но если миллион. вы можете регулировать, чем-то вы должны отличаться от этих смешных христиан с их смешной картошкой, правда? Вот тем, что вы можете обращаться, они нет. А патриарх Кирилл как вообще относится к этому всему? Или он сам Он сам пользуется этим. Пользуется? Да, конечно. Вообще иерархия Русской Православной Церкви. Не хочу сказать, что все. Это было бы неправда и опрометчиво. Они прибегают к таким услугам. И прибегали, и прибегают. Опять же, далеко не все. А зачем? У них же свои есть обереги. Они не уверены, Арсений, они не уверены. Это на самом деле путь, который проделана российская элита. Сперва она воцерковлялась, потом она стала искать старцев, потом она стала ездить на Афон, ну вот особенно афониты сильны были, кстати, как раз в Петербурге. Да. Прекрасно помните.
Потом им показалось, что что-то не так, и нужны шаманы. Они стали обращаться к шаманам, сперва к сибирским, в первую очередь тувинским, да, к тувинским, в меньшей степени к бурятским. Ну, к тувинским именно обращались. Это, кстати, с подачи Шойгу все было. Потом показалось, что доморощенные шаманы не такие, а вот шаманы с Амазонии – это сила. Стали привозить с Амазонии. Я не шучу. То есть аюаску употребляют, да? С Амазонии, да. Слушайте, что они употребляют, это вопрос. Это совершенно точно алкалоиды. Значит, натуральные ли алкалоиды или алкалоиды химические, что они дают своим реципиентам, опять же, вопрос для анализа. Последний раз вот такой шаман из Амазонии, якобы известный, сильный, он посещал Москву и окормлял Кремль, сейчас вам скажу, в августе 2021 года. Вот. Как-то особого эффекта. А он, значит, шаманы это тоже уже не то. А вот значит, настоящий такой оккультизм, да, там, основанный на гримуарах, это я все очень упрощаю, да, вот аутентичный оккультизм. Вот это да, вот это сила. Как в анекдоте, утки – это альтернатива, вот оккультизм – это альтернатива. Оккультизм, а вы сами верите в эти силы? Я вообще не обсуждаю вопрос о вере или не вере, я вам рассказываю о том, какие практики используются и для чего они используются. Я спрашиваю о вашем отношении к ним. А я его не высказываю никогда. Я его никогда не высказываю. А почему? Потому что легко высказывать, когда ты ничего не знаешь. Это очень легко высказывать. А когда ты знаешь и видел, высказываться становится нелегко. По крайней мере, что-то в этом думаешь. есть. Это очень распространенная формула, Арсений, что что-то в этом есть. Вопрос в том, что именно. Я не разбираюсь, я вас поэтому и спрашиваю. Если в этом психотерапевтический эффект, если в этом самообман, если в этом эффект плацебо, все это совершенно точно присутствует. Вот совершенно точно. Если что-то еще помимо этого, это вопрос для очень интересного, я бы сказал, академического исследования. Хотя не уверен, что оно даст полный окончательный ответ. Я бы сказал, что каждому дается по вере его. Вот во что вы верите, с тем вы, наверное, и сталкиваетесь. Я знаю людей абсолютно холодных, рациональных, кстати, из российской элиты, что я сказал, что большинство, я не говорю, что все, они над этим откровенно смеются. Откровенно смеются. А есть те, которые говорят, что им это очень помогает. Вот помогает, и благодаря этому они добиваются успехов. С моей точки зрения, возможно, благодаря другому они добиваются успехов. Ставить под сомнение их веру я не хочу. Это очень важно, что это вопрос веры. Чаще всего это оказывается вопросом веры, а не вопросом разума. Я видел вещи, которые вообще вызывают, по крайней мере, такой большой очень интерес. Большой интерес. Например, опишите в общих чертах. Я не могу это описывать. Ладно. Валерий Дмитриевич, прежде чем вам задам последний важный вопрос, напомню, друзья, поставьте, пожалуйста, лайки, это важно для видео, поддержите нас донатом, это тоже очень важно, и спасибо тем, кто это делает. Вопрос такой, вот вы рисуете оптимистическую картину довольно, что Россия никуда не деться, будут переговоры, будут перемирия, дальше есть некие условия, которые не позволят продолжиться, или начаться заново вот этой вот войне. Нет ли у вас опасений, я не знаю, насколько вы все-таки ставите, сколько процентов вероятности вы даете другому сценарию, что пришел Трамп, который выглядит довольно взбаламошенным и таким совершенно непривычным для нас западным политикам, который устраивает вот эти свои безумные игры с Гренландией, Панамским каналом и так далее. В Европе все тоже непривычное, не в порядке и неспокойно. Левые с правыми, одни крайности, другие крайности, вопросы с мигрантами, вот опять конфликт на Ближнем Востоке, Иран и так далее, и так далее. Вот сейчас мы с вами говорили, новости пришли о том, что Израиль все-таки собирается наносить удар по ядерным объектам Ирана. Американская разведка, значит, об этом сообщает. Выглядит все неспокойно. Насколько вероятно вы расцениваете, что, может быть, ситуация выйдет из берегов? Я ставлю 90 из 100 9 из 10 на оптимистический сценарий.
И 1 из 10 на пессимистический. И турбулентность в мировых масштабах будет нарастать. Это я знаю очень хорошо. Но это не означает, что в России дела будут идти все хуже и хуже. Мы сейчас доходим до того предела, видимо, до крайней точки. Мы еще, кстати, не достигли. То есть мы еще на самом деле не на дне. Вот. Но потом мы начнем подниматься. Ну, то есть хаос да. Мир не захлестнет. Нет, не захлестнет, потому что сейчас идет, понимаете, с одной стороны, намеренное провоцирование хаоса. Оно идет. Кстати, в этом очень важную, возможно, роковую роль сыграл Кремль и покойный Путин. Он сознательно хатизировал мир. Он считал, что это создает для него выгодные политические условия. А с другой стороны, идет борьба за строительство в этом хаосе нового космоса, нового миропорядка. И вот, кстати, Трамп это прекрасно, может быть, не рефлексирует, но он это прекрасно ощущает, что это строится новый порядок. И он хочет, чтобы в этом порядке по-прежнему лидировали Соединенные Штаты. Этот миропорядок на чем основан будет? Он будет основан, я думаю, скорее всего, на силе. Но эта сила отнюдь не только военная, это сила в первую очередь технологическая. Я думаю, что, даже не думаю, а знаю, что развитие системы искусственного интеллекта станет одним из главных факторов конкуренции, одним из главных инструментов конкуренции. А это, согласитесь, не грубая военная сила. Кремль прибег к грубой военной силе, потому что у него был дефицит других инструментов. Это очень важно понимать. Спасибо. Валерий Соловей был с нами сегодня. Друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо за ваши лайки, спасибо за донаты. Их еще можно отправить. Кстати, произошло голосование, у нас тут проходило, и большинство, 77% наших зрителей считают, что немедленно необходимо прекратить огонь и начать переговоры. И только 12% говорят о том, что немедленного прекращения огня быть не должно. Спасибо за ваше участие в этом голосовании. Да, спасибо за гуманизм, да, и спасибо вам за приглашение.